Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 24 февраля. Ну вот, собственно говоря, и все. Война началась. Сегодняшний наш режим работы будет такой. Я буду писать много роликов, коротких, нон-стоп, что произошло на сегодня. Ну, я не думаю, что уже есть смысл говорить прелюдии, то есть, что Пушилин с пасечником руководителя ЛНР, ДНР обратились к руководству России, причем обращение было еще 22 февраля. Все это очевидно спланировано, все это звенья одной цепи, все это части одного плана. Ну и, соответственно, судя по тому, что сегодня происходит на территории Украины, руководство Российской Федерации начало действовать безотлагательно. То, что сегодня наносятся удары калибрами по системе ПВО, по аэродромам тактической авиации ВСУ, наносятся удары по частям в районе Харьковской области, в районе Донбасса соответственно. И есть уже данные о том, что российские войска перешли границу в районе Сумской, Харьковской областей. По Крыму у меня точных данных нет, но есть почему-то у меня уверенность, что в Крыму тоже все уже началось. Руководство Украины куда-то исчезло. Последнее, что о нем известно, это Зеленский обратился к населению страны в районе часу-двух часов ночи с очередным заверением. Очень надеюсь, что этот товарищ все-таки выживет и ответит перед народом Украины за свои преступления. Я так понимаю, рычаги управления страной он, скорее всего, уже потерял. Мой совет жителям крупных городов остается тот, который дал несколько дней назад. У кого есть возможность, уезжайте из городов, уезжайте в пригороды, уезжайте в районные центры по родне и переживите этот вот кошмар, который, к сожалению, стал неизбежным. Но это не касается жителей Мариуполя. Сидите у себя дома, не высовывайтесь. И есть у меня большое подозрение, что уже сегодня, максимум завтра, вы уже будете в ДНР. То есть очевидно, что одной из главных задач, которая ставится перед российскими частями и армией ДНР, это является пробитие сухопутного коридора из Крыма. Я так понимаю, будут высажены тактические десанты на побережье Азовского моря. То же самое касается Харькова. Сидите дома, я думаю, что в ближайшие сутки в вашем городе сине-желтые флаги сменятся на другие. Потому что идет информация, что украинская администрация быстро покидает Северодонецк, то есть это Луганская область, напоминаю. Идет экстренная паническая эвакуация из этого региона. И есть у меня предположение, что все части, которые сегодня находятся на фронте против ЛНР, они будут в окружении уже через сутки, максимум двое. Ну и также направлением основного удара будет Киев. Киев будут брать. И по состоянию на сегодняшнее утро, как пошутил мой товарищ Михаил Онуфриенко, кстати, мы с ним работать будем в унисон вместе. То есть, если я куда-то пропал, работает Михаил Онуфриенко, но я надеюсь, что никуда я не пропаду. Так просто сказал на всякий случай. Ссылку на канал Онуфриенко я даю в текстовой строке под видео. Ну так вот, как пошутил Михаил Онуфриенко, теперь остался один вопрос, где Путин решил сделать западную границу ДНР. По западной границе Украины, либо немножко восточнее. Это то, что я хотел сказать в первом выпуске. Повторяю, сегодня выпусков будет много, все они будут короткие, и во всех будут новости с фронтов, теперь же, к сожалению, начавшейся на Украине войны.